Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. Хочу поблагодарить всех моих сподвижников, кто разделяет мои ценности, кто так же, как и я, считает, что мы, человечество, имеем право на правду. Мне все активнее и активнее начинают высылать различные секретные документы из государственных архивов в различных странах мира. Сегодня я хочу поделиться с вами информацией из одного такого секретного архива. Его выслал мне наш подписчик из Италии. Имя, разумеется, я раскрывать его не буду, но то, что он мне предоставил, вселил в меня настоящий ужас. Поэтому, если вы не хотите потерять навсегда спокойный сон, то выключите это видео и живите дальше. В неведомье. В целях безопасности моего источника все имена изменены, а секретным данным придан художественный окрас. Итак, я начинаю. Июль в этом году был особенно жарким. Редкие дожди. Неаполитанский залив Тиринского моря никак не хотел разбушеваться и наслать на древний город охлаждающие ветра, изгоняющие изнурительный зной. Священник порока протер лоб платком, выдохнул, огляделся по сторонам церкви Сан-Джованни-а-Карбонара. Никого не было. Тогда священник все-таки решился почесать зудевшую от жара и пота кожу вдоль лопаток и ниже по пояснице. Падре любил эту старую церковь, ее убранство, фрески эпохи Ренессанса. Был благодарен Богу за свою жизнь и паству, которую он регулярно исповедовал и наставлял. Боковая дверь с грохотом распахнулась вовнутрь, через галерею приторов бежал молодой человек, явно не в себе. Злые и какие-то осоловелые, невменяемые глаза. Падре попятился назад, удивленно признав в парне одного из прихожан и одновременно испугавшись его поведения. Парень с разбега схватил Падре и, плача, рухнул на колени. «Падре, помогите мне, умоляю, только вы сможете мне помочь!» Священник, 50-летний Маттео Бьянки, отпустил сердцем страх, оправил сутану, стараясь не задеть парня, и простер руки над его головой. Добросердечно улыбнулся. «Успокойся, сын мой. Отпусти страсти, смири себя и расскажи, что привело тебя». Парень вжался лицом в колени священника и застонал, всхлипывая, силится произнести: «Верните мне душу, падре, душу, верните, только вы можете». Священник положил руку на голову парня. «In pomine patris, et filii et spiritus sancti». Парень в отчаянии взревел, как раненый зверь, спрыгнул, схватил священника за шиворот и потащил его в келью. «Ты не понимаешь, ты не понимаешь! Они забрали мою душу!» Священник, задыхаясь, плелся за парнем. Тот грубо тянул за собой, ухватившись за ворот сутаны. За неделю до. Лука Росси, 25-летний парень, наконец-то решился. Не то чтобы окончательно, но что-то такое кольнуло утром под сердце. Кольнуло и разлилось приятной сладостью. Сегодня я сделаю ей предложение. Пускай она, как обычно, не в настроении, злится непонятно на что. Зато какая она милая. Даже губки надула, как маленький добрый пупсик. Однако злить ее и перечить не стоило. Лука подал руку и помог своей невесте, 20-летней брюнетке по имени София Бартолли, сесть в машину. Сегодня и будь что будет. Через полчаса они уже неслись по горной серпантинной дороге вдоль побережья Амальфи. Парень дышал полной грудью и набирался смелости, наслаждаясь пейзажами. Путь лежал к собору Святого Андрея, где парень и решил окончательно изменить свою жизнь. Господи, благослови Италию. Если Бог где-то и задумал рай, то, наверное, мы находимся в его преддверии. Лука посмотрел на Софию. Та смотрела в окно и улыбалась каким-то своим мыслям. Наверное, предчувствует что-то необычное. И вдруг, неожиданно для самого себя, Лука выпалил: «София, а ты не думала вместо сеньориты стать сеньорой?» Девушка удивленно повернулась к парню. «В каком смысле?» Про себя парень проклинал каждое свое слово, но неумный, бойкий характер развязал ему язык. Останавливаться было уже поздно. «Ну, скажем так, тебе бы очень пошло называться Донной Софией Росси».
Девушка молчала, сердце парня метрономом отсчитывало мгновение. «Лука, что это?» Девушка отпрянула к двери и закрыла лицо руками. Парень обернулся влево и мгновенно был ослеплен несущейся вспышкой света. Из рапорта офицера полиции дорожного движения Бартоло Селла, 3 июля 2023 год. При патрулировании серпантинной трассы С-163 в районе Амальфы обнаружен Citroёn C3 красного цвета. Предположительно, машина сорвалась вниз с высоты 40 метров на повороте к Миноре. Пострадавшая отсутствует. Тело водителя и следы крови отсутствуют. Владелец автомобиля установлен. Лука очнулся, хотел привычно поднять руку к лицу, голова гудела, все тело затекло и ныло, как будто он целую неделю пролежал неподвижно. Поднять руку не удалось, как не удалось и пошевелить головой. Он мог смотреть только перед собой, оставаясь полностью обездвиженным. Я что, умер? Где я? Неужели мы попали в аварию? Черт, я же был София. София! Парень хотел позвать, но смог только прохрипеть. София! Девушка не отвечала. Лука силился, но никак не мог поднять или повернуть голову. Вдруг он услышал жуткий женский крик, душераздирающий вопль, который резко оборвался. Господи, где мы? Что происходит? «София!» В этот раз удалось прокричать. «Что с тобой? Где ты?» Паника и страх подступали волнами холода и одновременно жара от ног к сердцу. Лука не сразу заметил, как с необычного черного потолка, разделенного на выпуклые ячейки разного размера, к его лицу спускается гибкий кабель, который шевелился как живой. Кабель достиг груди молодого человека, скользнул змею к шее, приподнялся, изогнувшись латинской буквой «С», и вдруг в лицо аэрозолем прыснул жидкий туман. Жидкость обволокла нос, глаза, рот. В страхе парень сделал глубокий вдох, всхлип и потерял сознание. София очнулась первой, звала, кричала, но Лука не отвечал ей. Шестым чувством девушка ощущала, что он где-то рядом, как и понимала, что случилось что-то жуткое и неординарное. Тело болело, спину и грудь жгло, лицо припухло. Это она ощущала кожей. Наверное, ударилась при автокатастрофе. Это же была автокатастрофа? А сейчас она и ее парень находятся в клинике, скорее всего, в Неаполе. Но почему так темно? Почему я не могу пошевелиться? Сердце сжалось испугом. Меня парализовало. В помещении пахло чем-то густым, приторным, запах практически осязался кожей. Девушка зажмурилась и снова открыла глаза. Все происходящее начало казаться кошмарным сном. Но детский способ прогонять кошмары не сработал. Реальность давила всей неотвратимостью. София почувствовала, что сзади нее происходит какое-то шевеление. «Кто здесь?» Прямо в голове раздался шепот. «Вам нечего бояться. Вы человек». София недоуменно протянула вслух. «Что?» Шепот снова прошелся внутри головы от уха до уха. «Вы человек. Мы знаем это. Вам нечего бояться». Вдруг София ощутила, как сильная рука обхватила ее подбородок сзади, схватила за шею и потянула на себя. Тело с легкостью было поднято над полом. Девушка пыталась вскрикнуть, но вместо крика смогла только булькающе прохрипеть. Через мгновение сильная рука прижала ее спину к стене. Девушка почувствовала, как мягкая поверхность стены втягивает ее, покрывает спину, бедра, живот. Через несколько секунд девушка оказалась впаянной в мягкую, как будто живую стеновую панель. Из белой субстанции выглядывала только голова. Можно было дышать через нос, но кричать не получалось. Рот был также залеплен белесым веществом. Сознание начало помрачаться. Ужас сделал свое дело. Не поразив сердце инфарктом, он стал защищать мозг от перегрузки самым испытанным и действенным методом – помрачнением рассудка, сумасшествием попросту. Сначала лицо исказило судорожная гримаса, но через пару минут София начала посмеиваться, пуская слюни на подбородок. Перед ней стояло два существа – серая кожа с фактурой, как у лягушек, гладкая, слизистая, большие головы и глаза, начисто лишенные эмоций, под глазами по центру две небольшие дыхательные щелочки. Вместо ртов две кожистые закрытые ямочки. Рост никак не меньше 2 метров. Они тянули свои длинные пальцы к лицу девушки, но она никак не реагировала на это.
Если бы ее разум был способен анализировать происходящее, то она бы увидела своего парня, лежащего без сознания поодаль, а за ним 4 стены, в которых разными позами были запечатлены онемевшие, неподвижные люди с разинутыми, но безмолвно кричащими ртами. Она была точно так же впаяна в стену. Оставайся живой. Очнувшись в очередной раз, Лука снова не понимал, где он находится, где его София и что происходит. Он рефлекторно рванул руками вперед и попытался сесть. Как ни странно, ему это удалось. Но некая невидимая сила, будто автомобильная подушка безопасности, снова опрокинула его на спину, придавила. Сбоку и сверху одновременно отовсюду тихо прозвучало: «Не шевелитесь, особь женского пола, ваша честь». Парень не мог понять, в чем дело. Где-то на задворках сознания происходящее бредилось похищением инопланетян. Что? В каком смысле? Кто вы? Вы не поймете ответа. Женская особь, ваша честь. Вы доверяете ей? Да, разумеется, где она? Лука снова попытался встать, но не смог. Он закричал: «София! София, где ты? Что вы с ней сделали, сволочи?» В ответ безэмоционально прозвучало: «Я объясняю вам. Мы потерпели крушение на вашей территории. Нам необходима энергия. Вы не понимаете меня. Я ищу понятные для вас мысли и формы в вашем разуме. Вы чувствуете?» Весь монолог неизвестного разума парень прочувствовал спинным мозгом. По нему прошла болезненная дрожь, которая волнами разбивалась о голову, глубоко внутри. «Я знаю, вам больно. Мы сошли информацию с головы вашего женского особи. Она считает вас своей собственностью. Она дала нам разрешение». «На что?» Ответа не последовало. Голова взорвалась миллионами осколков боли, парень закричал и потерял сознание. Сводка происшествий за сутки. Комендатура Марко Витали. 4 июля 2023 года в 13:00 в районе селения Сермиони, берег озера Гарда, Ломбардия, возле терминальных источников туристами обнаружена обнаженная девушка в бессознательном состоянии. Девушка доставлена в местную клинику для обследования и оказания первой помощи. Тело покрыто ожогами, множественные следы побоев. При помещении в машину скорой помощи пришла в себя, демонстрировала признаки умопомрачнения. Лука очнулся ночью на краю обочины серпантинной дороги недалеко от Амальфи. Чудом не упал с высоты в полной темноте. Что со мной произошло? Со мной была София. Где она? Странно, но мысли о Софии не вызвали в сердце парня ни страха, ни беспокойства. Будто она просто когда-то была в его жизни, может, что-то значило. Было холодно и хотелось есть. Лука понял, что он обнажен, но это также не интересовало его. Спустившись по серпантину, обнаженный мужчина увидел на пляже молодую парочку, занимавшуюся любовью. «Эй, мужик, ты что, совсем охренел? Какого дьявола?» Здоровенный парень, явный бодибилдер, слез со своей избранницы, сноровисто подтянул трусы. Девушка вскрикнула и рассмеялась. «Успокойся!» Бодибилдер цыкнул на девушку и снова прорычал на Луку. «Ты что, сука, подглядывал за нами, гребаный извращенец?» Лука просто молча стоял и смотрел на парня. Перевел взгляд на девушку, прикрывавшую руками аппетитные груди. Одуревший от наглости, невесть откуда появившийся извращуги, бодибилдер перевел ошалелый взгляд на девушку, потом снова на Луку. Взгляд спустился ниже. Член Луки топорчился вверх и подрагивал. «Да ты что, блядь, совсем чокнулся?» Бодибилдер резко направился к Луке и занес руку для удара, но случилось неожиданное. Провизжав, как дикая кошка, Лука сам бросился на атлета, вцепился зубами в его горло и прокусил кожу на кадыке, а затем и сам кадык. Девушка, закричав, подхватив свою одежонку и стремглав понеслась прочь, сверкая пухлыми ягодицами. Лука флегматично взял одежду бодибилдера и стал одеваться. Шорты и легкая клубная футболка больше на 2 размера, ну ничего страшного. Увидел на песке трусы девушки, поднял их и оттер кровь с лица и рук. В этот миг по черному небу в сторону горизонта, вздымаясь над морем, пронеслась яркая комета. Необычное небесное явление было обнаружено астрономической обсерваторией в 40 километрах от места происшествия и зарегистрировано как металлизированный метеор.
Падре, оказавшись в одной келье с обезумевшим парнем, судорожно пытался нащупать в кармане сотовый телефон. Невероятными усилиями, не глядя на дисплей, святому отцу удалось включить дозвон местному комендатуре. На всякий случай он приглушил звук. Сейчас комендатура все услышит и догадается. «Сын мой, что случилось? Тяжкий грех? Угрожать чужой жизни?» Вдруг Лука достал из кармана нож. Вы не понимаете, они забрали мою душу, они уничтожили меня. Я все понимаю, сын мой. Убери нож, давай поговорим. Заткнись, блядь, ты тоже не сможешь мне помочь. Из официального рапорта комендатора Паоло Мариолли, район Авачелло, Неаполь, 10 июля 2023 года. Совершено нападение на церковь Сан-Джованни а-Карбонара. Участвовал в процессе задержания преступника. В ходе задержания преступник был убит ввиду попытки нанести удар ножом сотруднику оперативной группы. На месте преступления обнаружен труп местного падре парока Матео Бьянки, 50 лет, убит ножом. Тело погибшего и злоумышленника отправлены в морг. Начато уголовное дело производства по факту убийства священнослужителя. Личность нападавшего установлена. Труп Лука Росси лежал на холодном металлическом столе морга при клинике. Оспедаля Лоренцо Кардарелли, патологоанатом, на свой страх и риск решил произвести трепанацию черепа, нарушая тем самым стандартный протокол вскрытия трупа. Его сильно заинтересовали интересные обожженные проплешины в короткостриженном волосяном покрытии головы. Сзади кто-то резко откашлялся. Патолог резко обернулся. «Твою мать, Пьетро! Сколько раз просил не подкрадываться!» Второй врач ночной смены, Пьетро, достал сигарету и закурил, предварительно посмотрев на шахту вентиляции, а затем на безжизненное тело на столе. «Что это за кусок дерьма?» «Наставлен санитарной службой, напал на церковь, убил священника ножом. Новости не смотришь, что ли?» «Мамма мия, так это он, что ли? Вот подонок!» «Тихо, не ори, и иди кури в коридор». Пьетро вынул сигарету изо рта и пошел к выходу. Обернулся и увидел, как его коллега заряжает диск пилы в небольшой трепанатор. Из блокнота патологоанатома Лучиано Форезе, клиника Оспедаля Лоренцо Кардарелли. У трупа Лука Росси, 25 лет, отсутствуют некоторые области головного мозга. Удалены методом высокотемпературного испарения тканей. Возможно лазер, а именно части медиальной темпоральной доли, включая часть гиппокампа. Выявлен отбор тканей гипоталамуса и гипофиза. Частично нарушена перегородка между левой и правой долей головного мозга. Частично лоботомия. Кроме того, в затылочной области арахноидальной оболочки головного мозга обнаружен металлический предмет – проволока толщиной в 0,1 мм и длиной до 50 мм. Проволока вросла в ткани оболочки, извлечена и сохранена. Если вы думаете, что это не доказательство существования инопланетян, то вы правы. Доказательств намного больше. И на нашем канале мы раскроем все тайны и доказательства их присутствия. Подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе о канале. Если я вам не ответил, значит я еще проверяю вас. Ведь специальные службы всех стран объявили охоту на меня. Но вместе мы заставим власти раскрыть всю имеющуюся у них информацию. Ведь люди должны знать правду.